Страшная история из жизни. Женщина в черном. Эту историю мне рассказал знакомый. Однажды летом он поехал забрать свою жену, гостившую у родни в Подмосковье, а по пути решил заехать к старшему брату, жившему в городе Владимире. Вот его история. Брат жил в трехкомнатной квартире в спальном районе. Его семья отдыхала на море, а он работал. Мы встретились, посидели. Потом брат пошел спать. Мне рано вставать не нужно было. Я принес в свою комнату чай с лимоном, в стакане с чайной ложкой и стал читать книгу, пока не заснул. Проснулся ночью от странного чувства, как будто кто-то стоит рядом и смотрит на меня. Я открыл глаза и посмотрел вокруг. Было темно, но все же можно было разглядеть очертания предметов в комнате. Ничего подозрительного я не обнаружил. Перевернулся на бок к стене и стал засыпать. От звука упавшей чайной ложки я чуть не обделался от страха. Ложка стояла в стакане на середине стола. Сама по себе она упасть не могла. Значит, в комнате кто-то есть, хотя квартира находится на 6-м этаже. Мои опасения подтвердились. Я услышал тихие шаги. Неизвестный подходил к дивану, на котором я спал. Я уже хотел вскочить, но почувствовал сильную вонь. Это был трупный запах. Я замер, чуть дыша. Шаги стихли возле меня. На стуле напротив дивана висел мой пиджак. В нем лежали паспорт и водительские документы. Я услышал шорох. Кто-то лазил в моем пиджаке. Вонь усилилась. Затем что-то упало на пол, и все стихло. Я лежал, не шевелясь, довольно долго, пока не почувствовал свежий воздух с улицы. Только тогда я осмелился открыть глаза. На улице расцветало. На полу лежали мои документы и чайная ложка. Брату ничего не стал рассказывать. Утром уехал за женой. Через пару дней на обратном пути мы заехали к брату. Посидели, хорошо выпили. Спать с женой я лег в той же комнате, что и в прошлый раз. Разбудил меня настойчивый голос брата. Я спросил, что случилось. Брат был весь бледный, трясся от страха. Там в зале женщина в черном. Мне страшно. Я открыл дверь, включил свет, а она там сидит, твердил мне брат весь дрожа. Пойдем сам посмотришь. Ну все, белочка накрыла. Так подумал я, но встал с дивана и пошел за братом, чтобы не разбудить жену. Мы тихо подошли к двери, ведущей в зал. «Смотри сам», — сказал брат. Я широко раскрыл дверь, желая доказать ему, что в комнате никого нет. На диване в зале сидела худая женщина в черном платье. На ее голове был черный платок. Женщина резко повернула голову в нашу сторону. На ее лице была черная вуаль. Меня чуть паралич не хватило от неожиданности и нахлынувшей волны ужаса. Я с таким грохотом захлопнул дверь, что разбудил жену. Что было дальше, даже сейчас вспоминать страшно. Нам пришлось все рассказать жене. Она, естественно, ничему не поверила и захотела сама все проверить. Никакие отговорки и слышать не хотела. Пришлось ей уступить. Мы втроем подошли к двери и прислушались. Было тихо. Жена протянула руку к двери, но она сама распахнулась. На пороге комнаты стояла женщина в черном и показывала пальцем в нашу сторону. Такого крика от жены я в жизни не слышал. Дверь захлопнулась сама по себе, а жена продолжала визжать. Не знаю, что подумали соседи, но к нам никто не пришел. Мы потом отпаивали жену успокоительным, пили чай на кухне. Вооружились кто скалкой, кто молотком для отбивки мяса. У меня был кухонный топорик. Так и просидели до рассвета. Утром заглянули в зал. Никого. Только неприятный запах остался. Потом привезли священника. Он брызгал святой водой и говорил молитвы. Брату сказал, чтобы чаще в церковь ходил. После обеда мы уехали. После этого случая ничего страшного у брата не происходило. А он стал посещать церковь. Похоже, что эта женщина в черном и ко мне приходила, когда я приезжал один. Вот такую историю рассказал мне знакомый.
Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.